Огромный привет всем любителям фиалок. Хочу показать черенки, которые стоят у меня на укоренении, в таких вот тепличках. Я сняла их с полок, со стеллажа на пол. Мне так удобнее их просматривать, каждую тепличку, каждый листик я осматриваю, поливаю. Вот сейчас их полью и поставлю обратно на стеллаж под освещение. А пока такой вот небольшой обзор. Листики эти укоренены в разное время, от месяца до 3 месяцев. У всех листиков отличный тургор, ни один листик не пропал, все листики живы. Уже видна корневая, и даже у некоторых листиков проклюнулись детки. Например, вот эта тепличка с листиками была посажена 2 месяца назад, и уже у нескольких листиков есть детки. Вот, к примеру, сорт Болдинская осень, и вот такая вот малюсенькая уже детка проклюнулась. Но сам лист, как видите, вот по краям начал пропадать. Но это абсолютно ничего страшного. Быстро он все равно не пропадет так моментально, поэтому детке хватит питания, она успеет подрасти. И даже когда листовая пластина, сам верх пропадает, остается еще вот этот сам черешок, и за счет него какое-то время детка может питаться. Вот, поэтому если детка уже проклюнулась и листик не полностью завял, не полностью пропал, то есть шанс, что детка выживет. Даже таких вот маленьких деток я выхаживала без листа, просто в тепличке. Замечательно все приживается. И вот такой вот сорт Жар-птица, тоже такая вот малюсенькая детка уже. Остальные листики пока без деток, но уже у всех у них есть хорошие корни. Как вообще понять, что скоро проклюнутся детки? Сейчас покажу вам наглядный пример. Вот такие листики у меня здесь укореняются. Смотрите, вот, к примеру, сорт Темная ночь. Одной рукой неудобно, конечно. Смотрите, как можно заметить, начинает приподниматься грунт. Знаете, сравнение, как будто крот нарыл кучки и грунт приподнялся. Вот, как-то может сбоку показать. Видите, приподнятый грунт. Значит, в скором времени проклюнутся детки наружу. Вот поближе показываю. Вот сквозь грунт зеленеют маленькие детки. Сейчас давайте немного посмотрим. Вот, видите? Такие малюсенькие детки. Через несколько дней они уже полностью будут виднеться на поверхности грунта. Поэтому, если вы заметили такие рыхлые кучки, как бы приподнятость грунта, значит, там уже лезет проклевываться детка. Я всегда укореняю в тепличках, так как сажаю лист свежесрезанный сразу в грунт. Если вы выращиваете сразу, в воду ставите лист, наращивать корни, то при посадке в грунт можно, в принципе, и не ставить их в тепличку. Но мне нравится выращивать сразу в тепличке. За все это время я всего лишь несколько раз заглянула к ним. Надолго сохраняется влажность, и как только верхний слой подсыхает, я поливаю их по чуть-чуть. Сейчас покажу поливалку. Вот такая вот лейка с таким вот узким носиком. Очень удобно поливать, буквально по чуть-чуть, вот так по краю стаканчика, чтобы не залить их. Ну а там вы смотрите уже, какие у вас условия выращивания.
Это и температурный режим, и влажность воздуха. Если температура понижена или слишком сухой воздух исходит зимой от тех же батарей, когда отопление дают, то лучше поставить в тепличку листики и не думать, что они пересохнут. Скорость появления деток зависит и от сортовых особенностей. Как видите, есть прям плодовитые сорта, а есть очень скупые на появление деток. Вот этот лист сорт Болдинская осень, я бы не сказала, что он прям быстро укореняется, но в этот раз он прям рекордсмен, уже с такой вот малюсенькой деткой сидит. У этих листиков деток нет, но корневая уже хорошая, поэтому будем ждать появления деток. Будем наблюдать. Также хотела обратить внимание на такой момент, когда укореняем в тепличке, смотрите, может появиться конденсат, такие вот капельки. В этом нет абсолютно ничего страшного, это нормальное явление. Когда вы листики поливаете, происходит испарение и образуется такой вот конденсат. Я никогда не проветриваю теплички, но если вас смущает этот конденсат, можно вот так вот приподнять крышку, поставить ее буквально на бок, и уже будет минимальный доступ воздуха. Самое главное, не надо листики за один раз много поливать, сразу давать много воды, чтобы они не загнили. Будет достаточно буквально несколько капель, вот как я вам показала, и когда вы прикроете вот крышкой тепличку, очень надолго будет сохраняться эта влажность, поэтому сильно не заливайте. Вот такой вот у меня небольшой обзор. Такие вот теплички, коробки из-под тортов и такие вот контейнеры для рассады. Я уже не раз их показывала в своих видео. Очень удобно укоренять в них. На этом, друзья, буду заканчивать это видео. Всем отличного настроения, красиво цветущих фиалочек. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, будем разбирать. И до новых встреч. Всем пока!